Всем привет! Вы на канале Дубль 2. Меня зовут Галина. Сегодня у нас в гостях Алексей. Те, кто давно подписан на мой канал, знают, что Алексей, узнали уже, наверное, его, и знают, что он занимается подбором недвижимости в Сербии здесь. И писали, задавали свои вопросы, он отвечал. Кстати, на моем канале много роликов, на которые он уже ответил на очень многие вопросы. И вот сегодня снова расскажет, вот чем он занимается и чем может помочь. В чем вы специалист? Добрый вечер, да. Специалист на все руки, как говорится. Да, занимаюсь в основном недвижимостью, но и всеми вопросами, что связано с переездом, с релокацией, с нахождением, с легализацией. Вот. И плюс вообще, то есть все, что связано с жизнью, разные ситуации бывают. Сейчас, опять же, возникает много вопросов, а начинаем все сначала. Наверное, мы сейчас, да, все равно просто с течением времени все равно информация меняется, вот, законы меняются, люди меняются, и все много что меняется. Наверное, сейчас начнем от начала. Если вы собрались переезжать в Сербию, да, вы должны понять для себя сначала простые вещи. То есть, действительно вам это ли надо? Вот, действительно ли это Сербия, да? Значит, если вы отвечаете вопрос «да», дальше. То есть люди начинают распыляться, хвататься за все влево, вправо, ВНЖ, недвижимость, там, учение и все. Значит, первое, что вам нужно понять, да, как вы будете зарабатывать на жизнь. Это первое. Угу. Значит, к этому вопросу привязано все остальное. Если вы, там, например, IT-специалист или у вас другая какая-то удаленная работа, то, в принципе, вы выбираете место жизни по комфорту. Кто-то любит большие города, кто-то не очень, кто-то природу, кто-то там ближайший населенный пункт за 50 километров, да, в основном там лишь бы в горах, да, но большинство должны как-то работать физически. То есть надо понять, что вы можете предложить как бы рынку. Нужно понимать, если вы там были, там, не знаю, там, дипломированный, там, не знаю, доктор философских наук, конечно, может быть, чересчур, но факт то, что, да, то здесь без знания языка по своей специальности будет сложно устроиться. То есть придется работать как-то либо руками, либо там еще как-то, но не так квалифицированно, как было это на родине. То есть вы должны понимать, что вы умеете делать. Если вы, например, умеете хорошо плитку класть, да, там, на кухне или в санузле, это как бы одна история. Как, если вы какой-то гуманитарий, другая. Если вы там бухгалтер, третья, там, доктор, четвертая. То есть надо понимать все, что связано как бы с неудаленной работой, то нужно стремиться, чтобы это был город. То есть это был какой-то город, где есть какое-то движение. То есть если это вы выбираете город с населением 20 тысяч человек, да, у вас будет все замечательно, да, до тех пор, пока ваша подушка с деньгами, которые вы привезете с собой, не кончится. Потому что, да, там все дешевле, все хорошо, но там возможностей нет. То есть нужно соизмерить свои возможности и попытаться понять, в каком городе Сербии вы сможете себя найти. Опять же, как вы будете легализовываться? Легализовываться – это значит законно находиться на территории. То есть, прибыв в Сербию, вы должны будете в течение 24 часов сделать белый картон, то есть это регистрация, так называется. В свое время, я еще застал то время, когда это действительно был белый картон, была такая картонка белая, на которую ручкой писали там фамилии, имя, номер паспорта, когда приехал, где приехал, ставили печать, заносили в компьютер. Это была форма сканируемая, а сейчас это обыкновенный там листок А4, иногда даже просто в электронной форме. Да, вам нужно понять, как вы будете легализовываться. Я сейчас не все перечислю, да, потому что можно будет разговаривать, не знаю, сколько там часов подряд. То есть все основное, значит, это покупка недвижимости, значит, дальше это работа, это, значит, открытие индивидуального предпринимателя ИПшки или юридического лица. Ну, у кого-то брак. Вот это, наверное, основное, что как бы перечислил. Да, есть еще там, вот сейчас стало очень распространенное по таланту, кто имеет высшее образование и лучше бы какие-то там редкие специальности, да, которые могут быть востребованы здесь, это тоже как бы приветствует. Но даже сербы как бы
не сильно как бы, да, очень сильно, не сильно придираются к тому, что достаточно как бы и обычно просто высшего образования. Естественно, все, конечно, улыбаются, закрывают глаза, но вроде пока дают по этому основанию ВНЖ. Ранее распространенный ВНЖ по учебе языка, уже все, прикрылась конторка, то есть в теории оно в законе прописано, и получить его можно, но если вы действительно там приносите, грубо говоря, какой-то документ, подтверждающий там какой-нибудь предуговор или договор с университетом, что вы там будете обучаться, и вам нужно выучить язык. Дальше, что у вас возникает? Дальше у вас, когда вы соберетесь ехать сюда, вам нужно понять, где вы остановитесь на первое время. Значит, к этому времени вы должны уже как-то пообщаться с людьми, там, найти профильные группы. То есть во всех городах есть там свои там, телеграм-каналы, где местные собираются. Найти, как понять, как вы будете снимать в аренду жилье. Потому что все равно вы, как только вы приезжаете, если вы даже там квартиру хотите покупать, или дом, там, или еще что-то, то есть у вас там на работу хотите найти, вам все равно нужно где-то остановиться. То есть, значит, вам нужно, то есть на первое время, там, на первую, там, от 3 до недели вам нужно какой-нибудь там или отель недорогой снять, или апартаменты. Это можно сделать через Booking или через Airbnb. Дальше вы должны либо самостоятельно, либо привлечь специалистов, то есть найти квартиру в аренду. То есть, потому что, что бы вы ни делали, вам на все нужно время. Дальше вам нужно будет открыть счет в банке. Значит, это сейчас задача уже становится с каждым днем все сложнее и сложнее, да. Уже, например, в Альте просто так в Альта-банке счет уже не откроешь, остался Поштанская штудионица, но, к сожалению, тоже уже либо там какое-то внегласное правило, либо лень сотрудников, уже начинают отказы приходить по этому поводу, но вроде пока еще официально нет, не сказали. Вот есть еще API банк в Белграде, он только в одном месте, да, но там я могу ошибиться с озвученной, по-моему, API точно. Если кому-то нужно будет, напишите, я прям уточню. Вот, нужно открывать счета. Счет нужен для того, чтобы переводить какие-то деньги, если вы собираетесь их переводить. И для ВНЖ нужно показать, что у вас есть средства. Тут тоже такая абстрактная ситуация. Например, в нише у нас, да, достаточно будет, если вы возьмете там крупную сумму денег, там, например, 1000 евро, пойдете в обменник и через справку его поменяете с фамилией и именем, что было прописано в этой справке. То есть нижская полиция это принимает. Есть, например, города, вот, где они упираются, вот дайте мне выписку из банка и все. То есть такие тоже случаи бывают. Какая должна быть? Но в нише у нас одобряют ВНЖ, если у тебя есть, показываешь 1000 евро на человека. Дальше сняли квартиру, да, ну а дальше начинаете заниматься уже непосредственно своими как бы, да, основаниями для ВНЖ. То есть это либо покупка недвижимости, либо работа, либо брак, либо по таланту. Вот. Существуют, ну, это основные, то есть я не все перечислил основания и виды для ВНЖ, да, но вот шаги примерно такие. Дальше нужно заранее тоже разобраться со всеми этими вопросами. Информации в интернете достаточно. По всем этим вопросам уже написано, попереписано. Вот. К сожалению, жалко, что также попадается очень много неточной информации от различного рода экспертов, которые там где-то что-то слышал, где-то что-то додумал, где-то что-то придумал. Такие варианты тоже бывают. Ну а дальше начинайте вот непосредственно заниматься своим основанием по ВНЖ. Вот. Можно, конечно, сейчас дальше начать рассказывать по каждому виду, но этим видом до утра как бы этим заниматься. Ну да, ну вот я просто хотела уточнить насчет вот ВНЖ по таланту. То есть, если у человека просто высшее образование, то ему дают ВНЖ. Ну, смотрите, надо еще раз уточнить. Никто никому здесь ничего не должен. Сегодня дают в моменте. То есть пока дают. Да, пока дают. Естественно, если идти по букве закона, да, там нужно показать, что ты действительно у тебя какой-то там супер-пупер, то есть необходимый, востребованный вид там, не знаю, обучения, способности или возможности, да. Но просто к нам пока вот благо, что вот наши друзья сербские, наши братья относятся
Ну, нормально. Нормально, да. Скажет, Ну, это вот, на год, да, да, дается? дается наглядно, или кто-то вот едет прям по поводу работы и считает, что он найдет работу 50-50. 50-50, но нужно прямо вот быть готовым, что какое-то длительное время вы ее найти не сможете. И к этому нужно будет готовиться. То есть, если вы идете в какие-то там непрофильные вещи, где вас там просто ждут распростертыми объятиями, и, как говорится, там, ой, мы счастливы, что вы к нам пришли, да, то это в первую очередь язык. Мгм. А как выучить язык, это абсолютная вещь индивидуальная. Кто-то там и за 3 месяца потянется, а кто-то и за 3 года не научится. Вот. Проще, да. Проще, если у вас есть какая-то бизнес-идея, и действительно она пойдет. То есть, ну, здесь открыть какое-то свое дело. Но здесь надо как бы понимать, что в Сербии люди, они немножко консервативные. И на что-то прям такое новое, то, что там не блестит и не сверкает, не все ведутся. Например, там, если вы откроете русский ресторан, вашу еду есть никто не пойдет. Мгм. И в нише есть люди, и в стройке работают, и услуги какие-то оказывают, и в отделочных вещах есть. Вот. Я знаю, что водители сейчас очень как бы востребованы. Мгм. Я знаю, что доктора, кстати, доктора тоже здесь находят себе работу. Там немножко сложнее вся операция, там связана с носификацией диплома, но это можно либо самому изучить, либо обратиться вот к кому-нибудь, кто помогает, можно в частности ко мне. Мгм. Вот. Относительно простой вариант, если вы, то есть по таланту посмотрели, высшее образование можно пройти. Дальше работа. Значит, с работы усложняется процесс тем, что службу занятости никто не отменял. Значит, если вы по обоснованию идет по работе, у вас нет никаких ВНЖ, ни по каким другим основаниям, вот, это значит, что работодателю нужно доказать то, что, значит, если у него там нет дефицита, и к нему там сербы не идут работать, Мгм. то есть ему нужно доказать, почему они должны принять иностранцев. Мгм. Но они должны быть именно специалисты, вот которого они ищут, да? То есть они же не могут взять. Не могут. Там все непросто. Там должна быть оргструктура, то есть у них в прописях предприятии должно быть прописано конкретно рабочее место. Мгм. Там не конкретно человек прописан, а конкретно рабочее место. Мгм. То есть какие-то обязанности. Какими обязанностями и какие обязанности у работника и какими знаниями и умениями Мгм. он должен обладать, а может быть еще там какими-то, не то что даже знания и умения, например, там, если там матичный русский язык, то есть материнский русский язык, который должен быть там заложен, надо обосновать, почему он должен быть таким. Мгм. То есть такое тоже будет. Я в свое время там принимали на несколько, когда вот недвижимость, в агентстве недвижимости. Это, да, мне не мне прописывали, а в должностных инструкциях по работе прописывали, что человек должен, значит, он должен хорошо сербским обладать, у меня в принципе было, он должен русским быть на уровне вот этого родного языка, да, то, что он должен знать рынки, законы, понятия, понимание, обычаи по обращению с недвижимостью как в Сербии, так и в России. И вот, мне кажется, обоснование того, что русских много приехало, Мгм. то есть нужен человек, который может нормально с ними найти русский язык, вот, язык общий, нужно все будет объяснить, там, разжевать и все прочее. Мгм. То есть это так. Дальше, недвижка. На мой взгляд, это вообще вот это самый, наверное, дорогой способ, но самый простой и самый верный, потому что значит, опять же, недвижимость, вы ее не купите просто так и очень быстро. Потому что открываешь, конечно, да, вот сейчас там объявлений, пестрит все там и за 5 копеек, и за 3 копейки, и за 10 рублей, все, что хочешь есть. Вот. А когда начинаешь разбираться, там возникает столько вопросов. Вот. И ты реально понимаешь, что как бы то, что тебе нужно, как вот иностранцу, чтобы жилье было полностью зарегистрировано, чтобы на него были все документы, там, чтобы он был везде прописан, чтобы там были правильные слова написаны. Таких вариантов очень-очень немного. Либо оно там необоснованно завышено, либо еще что-то. То есть на это нужно время. На это нужно время, здесь как бы правила нет. Потому что кому-то повезет, там можно будет за неделю найти, а кому-то там полгода ищет и никто не найдет. Кому-то там пуговицы желтые нужны, а кому-то дверные ручки нужны золотые, там по-разному бывает. Ну, я, конечно, утрирую, но чтобы понятно было. Но
Сейчас, как бы по законам Сербии, обладателям жилья дают, закон позволяет до 3 лет выдавать ВНЖ с правом на работу. То есть фактически вы купили квартиру, вы подались на ВНЖ, перевели диплом, туда приложили диплом, и на выходе у вас карточка ВНЖ с дозволом, со словом разрешением на работу. Тогда вот эти все танцы с бубнами с работодателей со службы занятости, они просто уходят на второй, ну вообще уходят. То есть фактически с такой надписью человека принимают как гражданина страны. То есть здесь как бы легче. Но опять же, у вас сразу припадают расходы на аренду жилья, вот, и, как говорится, свои стены они всегда берегут. Вот, ну и с работой проще. Мгм. Да. Да, я могу вот подтвердить, немножко вклинюсь. Когда мы получили ВНЖ, и у нас было написано, что на 3 года, так как мы купили квартиру на 3 года, и плюс еще разрешение на работу, и у меня и у сына, и мы пошли оформлять симку, которая называется postpaid, то есть оплата после уже того, как вы попользовались, после. И по идее мы тогда прожили в Сербии еще там что-то, ну мало, в общем, год мы не прожили, то есть мы не были резидентами еще, не считались. Нужно прожить год, тогда вы считаетесь резидентами. Мы еще не прожили тот срок. Но когда у нас работники компании, в которую мы ЕТЛ обратились, они посмотрели так на наши документы и сказали: о, на 3 года с разрешением на работу, все добро, то есть все хорошо. И нам тут же оформили постпейд, эту симку. То есть да, действительно это имеет значение, если прям на большой срок, там и еще с разрешением на работу. Вот. Поэтому абсолютно верно. Да, ну, Подтверждаю. но мы здесь в одном ролике не сможем все как бы, да, уложить в формат одного ролика. Это очень много информации, очень различных закоулочков, переулочков в каждом случае. Да? Может быть слева, может быть справа, может быть все что угодно. То есть каждый конкретный случай, он в принципе индивидуален. Но что вам хочется вот сказать, если вы действительно собрались, первое, вы должны быть решительны. Вы четко для себя должны приехать. Все, я еду, это мое, и я без этого жить не могу. Да. Это первое. Потом дальше, второй момент. Вы должны выбрать город, куда вы поедете. У вас будет баланс. Чем дешевле жизнь, чем дешевле проживание, но там меньше возможностей. Чем больше возможностей, чем больше предложений по работе и всего, там дороже жизнь. Это грубо приравнивается к величине города. Меньше город, дешевле, меньше возможностей. Столица Белград дороже всего, но и больше возможностей. Да? И средние варианты такие, как Ниж, да? И вашим, и нашим, как говорится. Вот. Дальше вы должны как бы не приезжать с последней копейкой в кармане. Нужно для себя как бы в голове вложить то, что вы как минимум полгода... Да, как минимум. Как минимум полгода вы будете здесь врубаться и понимать, что здесь происходит. То есть писать комментарии, что да я там уже там за 2 месяца не надо. Я много людей очень вижу здесь, да, очень много как бы через как бы получилось так, что да, знаком с судьбой очень многих людей, и то, что я говорю, как бы это средняя история, которая как бы показывает какой-то коридор. Вот. Знаю много и негативных историй, где люди просто там проедали свою подушку безопасности, да, и на последний покупали билет в один конец в обратно. И такое бывало. То есть, да. И чем больше, значит, следующий момент язык. Если вы собрались ехать, не тяните, начинайте учить язык. Ищите репетиторов, ищите программки, ищите самоучителя, там еще как-то онлайн с кем-то занимайтесь. Язык. Язык. Вот это очень большой жирный плюс, который может быть, да. Ну и Ну да, то есть это очевидная вещь, что если ты ищешь работу в другой стране, то надо знать ее язык. Ее и так немного. А если вы еще не знаете языка, то, соответственно, это еще перечеркивается там, я не знаю, до минимального процента нахождения этой работы. Поэтому, конечно же, даже еще находясь в России, можно начать изучать язык. И мне кажется, даже и работу можно оттуда поискать. Можно. Потому что множество сайтов по работе. Совершенно справедливо. Я даже видел у людей оформленную рабочую визу из России один раз. Это как бы больше это больше относится к IT-специалистам и к специалистам каких-то специфических как бы, да, профессий. Угу. Ну, такое тоже есть. А так ничего как бы
неподъемного нету, все можно сделать, все можно решить. Естественно, как бы все это зависит от каждого человека индивидуально, но у каждого человека есть шанс, Мгм. которым он может воспользоваться. Так В что общем, да, пробуйте, ничего дерзайте, да. невозможного нет. Пишите вопросы, будем отвечать, Да. звоните, будем помогать. Да, Вот, так что вот, так что вопросы, когда будут, пожалуйста, пишите мне, я вам дам контакт Алексея, можете с ним связаться, напрямую задать вопросы. Вот, в принципе, уже много моих подписчиков это сделали, написали, Алексей пообщался, поэтому продолжайте задавать вопросы, если они у вас есть. до скорых встреч. Всем пока.